Всем огромный привет, добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим теплый салат из печени. Получилось очень вкусно, мы с Алексеем уже продегустировали. Ссылочку на наш мукбанг канал оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылка внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь, все эти рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Обязательно переходите, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкусный теплый салат из печени. Мы начинаем. Чтобы приготовить очень вкусный теплый салат из печени, нам потребуется печень. Я беру двойную порцию, потому что одной порцией моя семья не наедается. Если у вас семья небольшая, можете смело делить все ингредиенты пополам. Значит, у меня 600 грамм печени, куриная печень, 120 грамм рукколы. Посмотрите, как выглядит руккола в Турции. Она кардинально внешне отличается от нашей российской рукколы, но на вкус точно такая же, как в России. Два помидора мои получились общим весом 360 грамм. Болгарские перцы у меня сегодня зеленые и красные. Если вы найдете еще желтые, будет вообще замечательно и красиво. Болгарские перцы у меня получились весом 300 грамм. Одна луковица весом 230 грамм. Зелень по вкусу сегодня у меня примерно 40 грамм кинзы. 60 миллилитров оливкового масла. Соль, черный перец по вкусу. Для начала нам необходимо нарезать печень и овощи. Значит, смотрите, от печени удаляем все вот эти жилки, жировые прослойки. Максимально очищаем печень, делаем ее прям идеальной. Далее печень сильно мельчить мы не будем. Вот на такие довольно крупные кусочки будем резать печень. Вот такие кусочки у нас получаются. Дальше, смотрите, у печени куриной одна половинка чуть поменьше, вторая чуть побольше. Вот эту побольше мы делим пополам, этого достаточно, а маленькую половинку даже не режем. Таким образом полностью нарезаем печень. Чуть позже покажу, что делать дальше. Печень я нарезала, пока убираю в сторону. Нам необходимо с вами нарезать овощи. Лук я буду нарезать на своей любимой терке. Значит, смотрите, на плододержатель одеваю луковицу. Прорезаю ее пополам. Если нет станка, соответственно, просто луковицу пополам и поперек вот так режем полукольцами. Я натираю на терке вот таким образом, смотрите. Вот такие полукольца не очень мелкие у нас с вами получаются, примерно толщиной 2 мм. Лук я натерла, пока убираю тоже в тарелку и в сторону. Далее на очереди помидоры. Разрезаю пополам так, чтобы место, где была плодоножка, оставалось на одной половинке. Вот таким треугольничком вырезаю. Дальше делаю следующее. Разрезаю еще раз пополам и удаляю вот эту жидкую часть, сердцевинку от помидора. Я ее удаляю, при желании ее можно оставить, но тогда имейте в виду, салат у вас будет более водянистым. Все остальное нарезаю соломкой примерно 3-4 мм толщиной. Вот такие кусочки помидора у нас с вами получаются. Таким образом поступаем со всеми оставшимися помидорами. Помидоры я нарезала, тоже убрала в тарелку, пока в сторону. Далее у нас на очереди болгарские перцы. Болгарские перцы разрезаю пополам, удаляю семена, плодоножку и перегородки. Все остальное просто нарезаю соломкой. Если широкий болгарский перец, можно на четвертинки разделить. Если такой небольшой, как у меня, соответственно, на половинки. И режем соломкой. Вот так. Довольно-таки тонко я стараюсь резать соломкой. Таким же способом поступаем со вторым красным болгарским перцем и с зеленым. Сейчас полностью нарежу все болгарские перцы, затем вернусь к вам и покажу, что делать дальше. Итак, друзья, болгарский я полностью весь нарезала. Можно уже его отправить в чашку, в которой будем заправлять салат. И нам осталось нарезать только зелень. Рукколу я буду нарезать довольно крупно, примерно по 2 сантиметра. Вот так. Она достаточно нежная трава. Кстати, если у вас российский вариант рукколы, то ее можно вообще не резать. Она останется у вас прям соломкой красивой. У меня руккола другой формы, поэтому я вынуждена ее нарезать. Руккола нарезана. Отправляем также к болгарскому перцу в миску, в которой будем заправлять салат. И нам осталось нарезать только кинзу. Кинзу нарежем чуть меньше, чем рукколу. Примерно по 5 мм. Сильно тоже измельчать не будем. Шириной 5 мм нарезаем кинзу. Если не любите кинзу, ее легко можно заменить на любую абсолютно зелень, которая нравится вам. Если не любите рукколу, ее тоже можно заменить на айсберг или шпинат. Мы кинзу обожаем, поэтому я использую для этого салата кинзу. Кинза нарезана, и она тоже отправляется к нашему салату. Сюда же отправляем помидоры, которые мы ранее с вами нарезали. И все, друзья, нам необходимо теперь обжарить печень с луком на сковороде на оливковом масле и заправить салат. Пойдемте к плите. Сковороду устанавливаем на плиту, зажигаем максимальный огонь.
Отправляем в сковороду 60 мл оливкового масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Масло у нас прогрелось, в сковороду отправляем лук и сразу печень. Лук и печень обжариваем на максимальном огне в течение 10 минут. Не забываем перемешивать хорошо, потому что, напоминаю, огонь максимальный. Все, друзья, прошло у нас ровно 10 минут. Периодически, конечно, печень я перемешивала. Теперь нам необходимо овощи с зеленью смешать с печенью, и можно подавать салат к столу. Итак, друзья, к овощам отправляем обжаренную печень с луком. Лопаткой стараемся все масло отправить в наш салат со сковороды. Еще мы посолим по вкусу. Я положу буквально пол чайной ложки. Вы ориентируйтесь по своему вкусу. И черным перцем воспользуемся. Буквально треть чайной ложки. Этого достаточно. Больше никаких специй сюда не кладем, потому что руккола, она сама по себе, и кинза очень такая с ярко выраженным вкусом. Поэтому больше никаких специй я не кладу в этот салат. Все хорошо, аккуратно перемешиваю при помощи вот такой пластиковой лопатки. Все, друзья, посмотрите, вот такой аппетитный салатик получился. Можно сервировать и подавать к столу. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такой красавчик у меня получился. Как это аппетитно, сногсшибательно выглядит. Запах обалденный. Любители рукколы, это ваш рецепт. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать его на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще, увидимся снова.